Вот и пришел Геннадий за грибами. Выглядывая из-под капота своего автомобиля, он осмотрелся вокруг. Вот так поездка, вздохнул он. Ничего, подлатаем тебя, мурлыкал он, пытаясь завести свою старенькую машину. Ему оставалось всего немного до места назначения, несмотря на то, что отечественный автопром оказался ненадежным. Но какое здесь великолепие, подумал он, окидывая взглядом окрестности. Вдалеке слышался шум горной реки, переливающейся в своих чистых водах, а вокруг густые деревья возвышались к небесам. Некоторые уже оделись в яркие осенние уборы, демонстрируя свою красоту. Здесь воздух был настоящим целителем, особенно для горожан, привыкших к дыму и смогу. Несмотря на неприятности с автомобилем, у Геннадия было поднятое настроение. Он знал, что справится с ремонтом как всегда. К тому же его ждала цель поездки – грибная охота. Он обожал грузди, маринованные со сметаной и жареной картошкой. Это удовольствие стоило того, чтобы пройтись по лесу. Размышляя так, Гена высунул голову из-под капота и вдруг оцепенел. Перед ним стоял внушительный бурый медведь, пристально глядя на него. Мужчина поспешно отступил, всеми силами стараясь придумать план спасения. Бежать от медведя бесполезно, это было ясно. Притворяться мертвым. Но это могло и не сработать, ведь зверь видел его живым. Мужества на такой отчаянный поступок у него не хватало. У Гены пронеслась мысль за мыслью о спасении, но в итоге он решил бежать к реке и, оттолкнувшись от берега, погрузился в холодные воды горной реки. Холод воды был обжигающим, и Гена, выбравшись на поверхность, с глубоким вдохом втянул воздух. Однако течение было сильным, и он не мог выбраться на берег. Страшнее всего было, когда он обернулся и увидел, что медведь идет за ним. Глаза Гены расширились от страха. Его шансы на выживание казались минимальными. Если он не утонет, то медведь его съест. В его голове не возникало никаких решений. После удара о камень на следующем повороте реки он потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил себя на берегу. Встрепенувшись, он пытался успокоить свое дыхание. Вода струилась с его одежды. Значит, это не сон. Но как он оказался на берегу? Гена поднял взгляд и увидел ответ на свой вопрос. Рядом стоял тот же медведь, внимательно глядя на него. «Что тебе нужно от меня?» Громко крикнул Гена, осознавая, что медведь мог его убить, но почему-то этого не сделал. Медведь ответил рычанием, вытягивая шею и демонстрируя клыки. Неожиданно зверь повернулся и медленно ушел в лес, оставляя Геннадия в недоумении. Только тогда Геннадий заметил, что шея медведя зажата в заржавевшей проволоке, глубоко врезавшейся в кожу. «Вот как?» — воскликнул Гена в изумлении. «Как я мог не догадаться, что ты просишь о помощи?» — прошептал он себе под нос. Скорее всего, медведь попался в капкан месяцами ранее исходивший проволоку. Однако узкая петля осталась на его шее. С течением времени, растущий и набирающий вес медведь чувствовал, как она все глубже врезается в его плоть, вызывая боль. «Бедолага ты мой!» Теперь Геннадий пытался успокоить медведя, чтобы тот не решил его атаковать. Насколько эффективен был этот метод, неизвестно, но зверь терпеливо ждал, пока человек найдет способ помочь ему. Гена нащупал в карманах инструмент, которым он обычно чинил машину плоскогубцы. Он долго колебался, прежде чем решиться подойти к медведю. Но, собравшись с духом и молитвенно попросив удачи, он подошел к животному. Проволока была так туго затянута на шее медведя, что Геннадию пришлось приложить все усилия, чтобы засунуть плоскогубца под нее. Наконец, послышался щелчок, и металлические оковы разлетелись на две части, освобождая могучую шею животного. Медведь, казалось, тут же почувствовал облегчение, глубоко заворчав. Гена отступил на пару шагов, наблюдая за действиями зверя. А медведь взглянул на него,
забавно вытянув морду вверх, и рванулся в лесную чащу. Опустившись на землю, Гена вздохнул. «Вот так поход за грибами», — проговорил он, едва веря в происходящее. Прошел год после этой необычной встречи. Геннадий иногда вспоминал о ней, но теперь эти воспоминания казались ему скорее забавными, чем страшными. Возможно, так работает человеческая память, подслащивая опасные моменты, чтобы сохранить психическое здоровье. В любом случае, Геннадий так и не потерял своей страсти к лесным прогулкам. Гена шагал по лесу, держа в руках корзинку, наполненную свежесобранными белыми грибами. Он осматривался вокруг, пытаясь ориентироваться в просторах леса, когда вдруг его взгляд упал на маленькие злобные глаза, которые пристально смотрели на него из кустарника. «Кабан?» — сразу понял Гена, осознавая, что наткнулся на тропу вепря. Быстро отставив корзину, Гена, не дожидаясь атаки, ловко забрался на ближайшее дерево. «Попробуй добраться до меня!» — крикнул он с ветки, уверенный в своей безопасности. Кабан, в свою очередь, вышел из засады и, подняв свою тупую морду, начал осматривать обстановку. Он, казалось, не собирался уходить и решил выждать Гену. Иногда кабан, казалось, забывал о своем противнике, прогуливаясь вокруг дерева и ковыряясь в почве в поисках пищи. Однако стоило Гене сделать малейший шум, как зверь тут же возвращался к дереву, издавая нетерпеливые звуки. Тело Гены начало затекать от долгого нахождения в одной позе. Сколько еще он сможет продержаться так? И солнце уже садилось за горизонт. «Что тебе от меня нужно?» В отчаянии крикнул он кабану. «Оставь меня в покое!» Кабан внимательно смотрел на человека, задрав морду вверх, но не показывал признаков ухода. Гена в отчаянии смотрел на зверя. Тут из-за кустарника появилась фигура огромного медведя. Кабан, пытаясь защитить свою территорию, наклонил морду к земле, но медведь громко взревел и бросился на него. Увидев это, кабан отступил, проламывая ветки на своем пути. Медведь обошел дерево, убедившись, что враг ушел, затем задрал морду и спокойно заворчал. Гена осознал, что это тот самый медведь, которому он когда-то помог. Медведь еще раз обогнул дерево и исчез в лесной чаще. Подождав немного, Гена осторожно спустился на землю. Он был в шоке от того, что произошло, и думал о том, как животные способны отвечать добром на добро. Если вам понравилась история, подпишитесь на канал. Всем добра, любите животных.